Здравствуйте, меня зовут Неля, компания Мой Мерсин. Сегодня мы с вами находимся в районе Агденис и будем смотреть большую четырехкомнатную квартиру, которая подходит под ВНЖ. Ну что, пойдемте смотреть? Мы с вами поднялись на этаж, сейчас будем смотреть квартиру, но прежде всего я хочу показать вам, посмотрите, пожалуйста, этому дому более 25 лет. И кто комментирует наши частые видео, что вы продаете старые квартиры, обратите, пожалуйста, внимание на подъезд. Во-первых, две квартиры всего на этаже, газ активный, лифт обновленный. Посмотрите, пожалуйста, в подъезде мраморная крошка, сменены все перила у нас. Также окна пластиковые, подъезды очень ухоженные. Могу вам сказать, есть новые дома, которые выглядят намного хуже. Теперь давайте посмотрим квартиру. Мы с вами прошли в квартиру, сейчас мы находимся в прихожей. Прихожая большая, просторная, очень светлая, много света, очень располагает, и сразу хочется зайти в квартиру и полностью ее посмотреть. Пойдемте, мы с вами пока пропустим эти комнаты и начнем, как обычно, со спальных комнат. Так, идем по коридору, и первая комната, которая нас встречает, гостевой санузел. Он небольшой, есть у нас тут унитаз, раковина, пожалуй, все, ну, больше и не надо для гостей. Проходим далее по коридорчику и уже попадаем в основной санузел, очень большой, просторный. Посмотрите, пожалуйста, здесь и стиральная машина, и сушилка, места достаточно, раковина, душевая кабина, которая очень большая, я вам хочу сказать, полотенцесушитель. Смотрите, места очень много, можно спокойно передвигаться ни одному человеку даже. Так, выходим дальше в коридор. И мы с вами попадаем в спальню, в первую, большую, родительскую, очень большую спальню. Посмотрите, пожалуйста, очень светлая комната. Здесь у нас есть так, раз, два, три окна. Одно такое побольше и два небольших. Стоит большая очень кровать, шкаф стоит у нас, зеркало здесь есть, тумбочки различные, зона ТВ. И смотрите, места очень много. Можно было, конечно, кровать и так поставить между окон, как у нас это любят делать. Ну, здесь, я считаю, тоже неплохо. Спальня большая, в принципе, ни ремонт, ничего здесь в этой квартире не требуется. Заезжай и живи. Пойдемте дальше. Так, мы с вами выходим в коридорчик опять. И теперь зайдем во вторую спальню. Вторая спальня у нас тоже не маленькая, где-то 13-14 квадратов. Стоит большая кровать, также шкаф, зона ТВ, окно и балкон. Давайте посмотрим, куда у нас смотрит вид с балкона. Так, на балконе у нас висит белье, но вид у нас есть на море. Посмотрите между домов и на зеленую территорию. Как видите, здесь нет такого, что окна в окна, расстояние большое между домов. Пойдемте дальше. Так, спальня хорошая, все-таки большая. Также ремонт не требуется, стены покрашены. Выглядит все очень даже хорошо. В комнатах ламинат, в коридоре у нас плиточка на полу. Пойдемте дальше. Дальше мы с вами с коридора опять выходим в прихожую. Я еще раз прошу вас обратить внимание, смотрите, какая большая, хорошая, светлая прихожая. Очень располагает, очень приятно. Здесь тоже у нас плитка. И давайте мы теперь с вами начнем с кухни. Кухня у нас отдельная. Заходим на кухню. Кухня у нас не совмещенная с салоном, но кухня, я считаю, что нормальная, хорошая, очень большая. Здесь Г-образная форма кухни, еще плюс стол. Здесь у нас комби установлено, места достаточно, не тесно, все необходимое также здесь есть. И посудомоечная машина, и духовой шкаф, варочная поверхность, пожалуйста.
Все есть. А также, смотрите, у нас здесь есть также окно, где можно открыть приятный сквознячок и зелень. Также у нас есть выход на балкон, но пока мы на балкон здесь выходить не будем. Пойдемте дальше посмотрим. Кстати, здесь, смотрите, на стенах плиточка такая светлая, современная. Как я уже говорила, дому более 25 лет, но здесь сделан ремонт, все современно, хорошо смотрится. Пойдемте дальше. Дальше с кухни расположена, ну, как гостевая, наверное, спальня, я бы сказала. Правда, хозяева ее, как, знаете, ну, не гардеробную, хозяйственную комнату, так скажем. Я смотрю, у них морозильная камера, холодильник дополнительный, шкаф. Но это спальня все-таки. Опять же, здесь можно поставить кровать, и места предостаточно. Также со спальни есть выход на балкон, но мы выйдем с вами в гостиной. Так, мы с вами проходим в гостиную. Смотрите, какая большая, светлая гостиная. Сколько окон много. Так, раз, два, 3, 4, 5 окон. Площадь гостиной, наверное, где-то 30 квадратных метров. У нас есть чудесный вид, если вдалеке вам видно будет, на море с гостиной, который уже не перекроется. До моря, как видите, буквально 50 метров. В гостиной, посмотрите, у нас большой стол расположен. Здесь на 6 человек, деревянный, красивый. Очень красивые интерьеры, посмотрите здесь. Различные полочки с милыми такими статуэтками различными. Также, посмотрите, у нас большой угловой диван, столик также красивый, очень оригинально, все со вкусом. Две такие люстры с точечными светильниками, очень оригинально смотрятся. Зона ТВ, в общем, гостиная располагает сесть и отдохнуть, так скажем. Теперь давайте выйдем на балкон. Ну и самое приятное в этой квартире – это большой балкон. По площади он, наверное, больше сейчас, чем однокомнатная квартира, так скажем. Посмотрите, виды чудесные на зелень. Тут у нас и кушеточка лежит, позагорать можно. У соседей, если посмотрите, даже качелька стоит большая. Причем. Так, что у нас тут еще есть? Давайте пройдем. Смотрите, здесь очень много места. Тут можно большой стол поставить. Ну, я бы поставила. Здесь у нас есть и мангал, пожалуйста. Здесь у нас есть и раковина, также на балконе. И стол такой, на котором можно готовить. Уберется это все. В принципе, стол, раковина, мангал. И, как обычно, чудесный вид на море. Мы с вами посмотрели большую, хорошую квартиру, которая, внимание, подходит под ВНЖ. Квартира 4-комнатная, большая, 50 метров до моря, до трассы Д400 также 100 метров. Всех, кого заинтересовала данная квартира, звоните, пишите по указанным номерам. Всем спасибо, всем пока-пока.